Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Для Никола Пашиняна наступили тяжелые дни. Вот видите, американец, госсекретарь США Энтони Блинкен, он жестко наехал на Пашиняна, потому что тот стал играть, как сказать, несознанку. Сейчас Пашинян конкретно сотрудничает с Путиным и игнорирует эти вашингтонские договоры, когда он был там, и они подписали, как бы сотрудничать все с американцами, и теперь он пытается усидеть на двух стульях. И вот такая интересная статья. Блинкен резко поговорил с Пашиняном. Как сообщалось ранее в днях, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры. Вначале с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вслед после этого с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Так, и вот теперь срочно его опять телефоняна вызвали на телефон. И вот что здесь продолжение этого сериала. Как передает наш дипломатический источник, Блинкен говорил с Пашиняном довольно резким тоном. Типа, мы тебя сейчас накажем. Так, и вот, что имеется, это, да, геополитические причины. Да, конечно, Пашинян такой хитрый, как сказать, вертит хвостом. Сначала все с американцами договорился, типа будем сотрудничать, все там конкретно уже, да, на американцев, а теперь вдруг с Путиным переиграл, ни с того ни с сего. Американцы в шоке, как так? По словам источника МИД Армении, американская сторона серьезно обеспокоена месседжами, которые звучат в армянской политической сфере в связи с российскими предложениями по нормализации отношений, утверждает армянская газета ПАСТ. Ну да, сейчас как бы сказать, что уже российские предложения Пашинян стал больше рассматривать, а американские эти вашингтонские договоры, он все, повернулся, как сказать, задом к американцам. Издание указывает, что армянские власти ранее неоднократно публично заявляли, что выступают за российские предложения. Передача урегулирования карабахского вопроса будущим поколениям, продление сроков пребывания российских миротворцев и так далее. В соответствии с этим американская страна серьезно обеспокоена тем, что российский вариант, в отличие от вашингтонского, со временем станет доминирующим, пишет газета. Ну все правильно, я вам говорю, все. Американцы говорят, ты что, Пашинян, ты с ума сошел? Ты против Америки пошел, ты за Путина? Ты подумай своей головой, что мы с тобой сделаем. Мы такие санкции тебе ведем, что у тебя там вообще мало не покажется. И вот положение по этой теме. После встречи в Сочи позиция армянского премьера стала более жесткой. Так, вот он, видите, Путин его склонил как бы. Путин знает, он такой психолог, как сказать, он такой жесткий. И он, видно, такие условия поставил Пашиняну, что Пашинян уже забыл про американцев и повернулся, как бы сказать, лицом к Путину. Так, по мнению российского эксперта, Путин на встрече с Пашиняном в Сочи, видимо, сделал тому такое предложение кнута и пряника, от которого армянский лидер не смог отказаться. Ну, да, Путин говорит, мы тебе тоже кислород так перекроем здесь, что это экономически здесь в Армении все у вас умрут с голоду. Перекроем, в общем, все. Иран тебе перекроет, правильно? Путин тоже умеет надавить. Потому что с двух сторон, я вам по карте покажу, извиняюсь. Вот он сказал, вот со стороны Иран, а сейчас Иран это эти самые мулы, Хамини, это лучшие друзья Путина. Мы тебе перекроем кислород, во-первых, вот здесь. А мы тебе перекроем еще сверху, со стороны Грузии, кислород. В общем, экономически мы тебя задушим. А с двух сторон у тебя стоят враги, Азербайджан и Турция. Так что там колючей проволокой мы тебя отгородим. Это там, в общем, умрут с голода ваши 3 миллиона армян там. И вот, да, и Пашинян резко повернулся лицом к Путину и задом к американцам. И вот что здесь было. Так, независимый российский политический аналитик Игорь Дмитриев отметил, что недавно Путин противопоставил российский западный план достижения мира между Ереваном и Баку. Так, после встречи Никола Пашиняна и Владимира Путина в Сочи позиция армянского премьера стала более жесткой. До того он был готов к мирному регулированию, а потом сделал 3 шага назад. Почему так случилось? Вопросительный знак.
В Кремле понимают, что в случае заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией российский миротворческий контингент в Карабахе будет не нужен. Все правильно. Вот карта. Вот, если сейчас будет заключен мирный договор между Арменией и Азербайджаном, все, Путину надо срочно своих забирать, 1960 миротворцев, а Ильхам Алиев сразу воспользуется этой ситуацией, все, и если не будет миротворцев, все, армянам здесь не жить. Им придется срочно в Армению убегать. И Ильхам Пашинян, Ильхам Алиев давил на Пашиняна, давай подписывай быстрее мирный договор. А мирный договор это есть, значит, Россия теряет базу. А Путин не хочет терять свою базу на Южном Кавказе. И вот, как раз правильно по этой теме. Так, да, миротворческий контингент в Карабахе будет не нужен. Миротворцев поблагодарят за их усилия и сопроводят за пределы региона. Но Москве это не нужно. Россия хочет сохранить свое присутствие в Карабахе в виде военной базы, как я вам говорил. Кремль понимает, что в заключении мира на Южном Кавказе Армения наверняка выйдет, то есть, да, выйдет. Она сейчас в АДКБ, она уйдет из АДКБ. А этот пророссийский военный блок был нужен РФ лишь для поддержания прежних великодержавных иллюзий. Это значит, что Россия лишится и своей военной базы в Гюмри. Да, где это Гюмри? Тут вот, я как раз точкой обозначил. Путин все теряет тогда. Вот Гюмри, вот Ереван, в общем, вот их военная база. И все, и Путин полностью все теряет. И в Карабахе свое присутствие, и в Армении свои войска ему надо будет выводить срочно. И вот, я говорю, и Пашинян сейчас сидит на двух стульях и не знает, что делать. Так, да, это значит, что Россия лишится своей военной базы в Гюмри. Чтобы этого не допустить, Путин на встрече с Пашиняном в Сочи, видимо, сделал тому такое предложение, кнута и пряника, от которого армянский лидер не смог отказаться. Ну да, видно, вот. Путин ему сказал, ты, Пашинян, со мной не играй в такие игры. Со мной такие номера не проходят. Мы тебя жестоко накажем. Никол, не усидишь на двух стульях. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Ой, вроде выключил.